Магнитные возмущения, наблюдаемые на Земле и в особенности в полярных областях, тесно связаны с полярными сияниями. Эта связь не только внешняя, но и внутренняя или, иначе говоря, физическая. Добро пожаловать на канал Алекс Техник. Сегодня я расскажу вам о полярных или северных сияниях. Согласно классификации, принятой Ассамблеей Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии в 1963 году, полярные сияния по форме делят на три группы: лентообразные, диффузионные и лучевые сияния. Все эти сияния выглядят как светящиеся полосы, вытянутые чаще всего с запада на восток и отличаются резко очерченным нижним краем. Существенной характеристикой полярных сияний является также их внутренняя структура. По международной классификации выделяют три типа структур: волокнистую, S, лучистую, R, и однородную, H, структуры. Волокнистая структура состоит из отдельных горизонтальных полос, параллельных друг другу. Лучистая определяется наличием в светящейся полосе отдельных лучей, а однородным сияние считается тогда, когда в нем отсутствуют оба эти признака. В особый вид следует выделить сияния, характеризующиеся пульсацией их светимости. Эти пульсации представляют собой ритмические изменения яркости сияний с периодом от доли секунды до минуты. Быстрое нерегулярное изменение яркости называется мерцанием. Частным видом пульсирующих сияний является пламенное сияние, характеризующееся быстрым движением волн светимости от горизонта к зениту. Такие сияния возникают при определенных условиях синхронизации пульсаций и движения сияний. Чрезвычайно важным параметром, характеризующим сияние, является их яркость. Оценивается она визуально по пятибалльной системе, или инструментально, по интенсивности эмиссии одной из наиболее ярких спектральных линий, измеряемой в килорелеях. Наблюдения за лучевой структурой сияний позволили установить довольно близкое совпадение направления лучей с направлением силовых линий магнитного поля Земли. Этот факт лег в основу построения теории полярных сияний, исходящей из движения заряженных частиц в магнитном поле Земли. Наблюдая визуально лучи полярных сияний в короне, можно заметить, что все они сходятся в одной точке, расположенной вблизи магнитного зенита. Если лучи полярных сияний вытянуты вдоль магнитных силовых линий, то дуги располагаются преимущественно по магнитным параллелям. Высоту и положение полярных сияний в пространстве можно определить путем одновременного наблюдения высоты и азимута в двух точках, расстояние между которыми известно. Первые определения этим методом были сделаны более 200 лет назад, и с тех пор они повторялись многими исследователями, наблюдения которых фиксировали высоту полярных сияний в пределах от 80 до 200 километров. Однако точные определения высоты сияний стали возможны только с применением фотографического метода. Этот метод был впервые использован Карлом Штёрмером в обсерватории Басекоп в Лапландии в 1910 году, а в 1913 году в Осло. Он состоит в следующем. На двух одновременно работающих станциях, имеющих телефонную связь, производится фотографирование полярных сияний на пленку. Помимо сияний фотографируются и звезды. Определяя на обеих фотографиях положение полярного сияния среди звезд и зная его азимут и расстояние между станциями, можно с достаточной точностью определить положение сияний в пространстве и вычислить их высоту. Длина базиса, или расстояние между станциями, в 1910 году, была всего лишь 4,5 километра, а вот в 1913 году, она доходила до 27,5 километров, что дало возможность произвести более точные определения. Благодаря короткой экспозиции этот метод позволил наблюдать не только спокойные сияния, но и быстро пульсирующие. Результаты первых измерений в 1910-1913 годах показали, что высота полярных сияний лежит в пределах от 87 до 350 километров, при этом наблюдаются два максимума повторяемости их на высоте 101 и 106 километров. Эти результаты были подтверждены в 1920 году в обсерватории Гольде более систематическими наблюдениями верхней и нижней границ разных типов полярных сияний. А вот в сентябре 1926 года в Осло, Карлом Штёрмером, были зарегистрированы сияния, у которых верхняя граница лежала в пределах от 1000 до 1100 километров, а нижняя от 200 до 400 километров. При фотографировании обычными камерами удается заснять лишь небольшой участок неба, что ограничивает возможность одновременного определения высоты сияния разных форм в различных участках неба. Фотографические методы исследования сияний значительно расширились, когда Лебединским был предложен новый способ фотографирования всего небесного свода с помощью камеры Си-180. Идея этого способа заключается в том, что лучи от небесного свода падают на выпуклое сферическое зеркало,
отразившись от которого они попадают на вогнутое сферическое зеркало. В фокусе верхнего зеркала получается действительное изображение небесного свода. В камере C180 это изображение фотографируется через коллимационную линзу. Данные, полученные с помощью таких или аналогичных им автоматических камер, позволили значительно глубже изучить морфологию полярных сияний. В частности, выяснилось, что средняя высота сияний зависит от точки наблюдения. Северные сияния наблюдаются не только в полярных областях, но спускаются в средние широты и даже ниже. Так, например, в 70-х годах XIX века полярное сияние распространилось до Египта и даже до Индии. Однако частота появлений сияний в средних и низких широтах очень мала, тогда как в высоких широтах сияния наблюдаются почти ежедневно. Еще в 1881 году была составлена карта изолиний повторяемости полярных сияний, которая показывала, что наиболее часто сияния происходят в области, отстоящей от геомагнитного полюса на расстоянии около 20 градусов. Эта зона получила название зоны максимума полярных сияний. За 80 лет со дня опубликования этой карты накопился огромный материал по наблюдениям полярных сияний, в результате которых выяснилось, что мгновенная зона сияний существенно отличается от зоны максимума и представляет собой кольцо или овал с радиусом в 11 градусов широты, смещенное относительно геомагнитного полюса на ночную сторону Земли. При этом зона максимума полярных сияний представляет собой полосу, вдоль которой скользит в результате суточного вращения Земли полуночный сектор аврорального овала. А положение и конфигурация аврорального овала при разных уровнях магнитной активности различны. С ростом магнитной активности полоса сияний расширяется, и ее южная граница смещается к экватору. Во время очень сильных возмущений сияния распространяются еще южнее. Например, 4 февраля 1872 года оно было видно в Бомбее на расстоянии 80 градусов от магнитного полюса. Магнитный зенит этого сияния наблюдали в Афинах. Следующее интенсивное сияние наблюдалось 15 мая 1921 года, когда южное полярное сияние достигло острова Самоа. Эти сияния сопровождались сильными магнитными бурями. Связь между магнитными возмущениями и полярными сияниями была установлена еще в начале XVIII века, когда было замечено, что полярные сияния сопровождаются магнитными бурями. Дальнейшие наблюдения полностью подтвердили это открытие, однако установить функциональную связь между этими явлениями до сих пор не удалось. Все исследования в этом направлении сводились лишь к статистической корреляции, которая оказалась в ряде случаев очень высокой, тогда как в других полностью отсутствовала. Так, регулярные наблюдения на магнитной обсерватории в бухте Тихой, вблизи приполюсной границы аврорального овала, за период с октября 1922 года по март 1933 года позволили советским исследователям сопоставить магнитные характеристики. Результаты этих сопоставлений в общем подтверждают отсутствие магнитных возмущений в те дни, когда в ночном секторе аврорального овала полярных сияний не наблюдается. В то же время средние характеристики полярных сияний и магнитных возмущений в этой области не совпадают. Это обстоятельство объясняется тем, что развитие сияния и геомагнитных возмущений происходит не совсем одинаково. Наиболее яркие и подвижные формы сияний наблюдаются во время активной фазы аврорального возмущения, когда интенсивность магнитного возмущения, как правило запаздывающего относительно сияний, еще не успела достигнуть заметной величины. Более детальное и аккуратное сопоставление яркости полярных сияний и интенсивности геомагнитных возмущений с учетом указанного запаздывания показывает их самую тесную связь. Благодарю всех за внимание, подпишись на канал, и будь в курсе выхода новых увлекательных и познавательных роликов.